Недавно, впервые за полгода, я решил зайти в воркшоп Steam и случайно наткнулся на этого Пиро, который был сшит из ткани. Я, наверное, впервые увидел подобную игрушку по ТФ-ке и, честно, не припомню, чтобы я видел что-то подобное хотя бы на маркетплейсах. Поэтому мне стало интересно узнать больше о ней. Я прочел описание и кое-что узнал. Это плюшевый Пиро, которого я сшила сама. Он около 50 сантиметров в высоту, а на его изготовление ушло 4 дня. И да, я сшила его из флиса. Начнем с того, что его сшила девушка, которая также упомянула, что она хочет сшить этого Пиро еще раз, только уже в синей форме, что уже звучит странно, не? Зачем шить еще одну игрушку, если у тебя уже есть одна? Только ради другого цвета? Ну ладно, подумал я и зашел на ее аккаунт. Но перед этим я столкнулся с проблемой, что не могу пополнить свой Steam кошелек, потому что сайты просят какую-то конскую комиссию, и меня это бесит. Фух, но слава богу, я нашел PlayRock. PlayRock позволяет пополнять Steam в любой валюте с мизерной комиссией, всего лишь 9%. Это по-настоящему лучшие условия, которые только могут быть. Вводим свой логин, сумму пополнения, жмем оплатить и выбираем удобный способ оплаты, после чего сразу же обновляем баланс и видим, все работает. PlayRock — это маркетплейс игровых товаров и услуг с более 10 миллионов отзывов и рейтингом 5 баллов. Здесь даже можно приобрести аксессуары для ТФ-ки, а еще у них часто проходят розыгрыши, так что переходи по ссылке в описании и помни, меньше, быстрее и лучше можно получить только на PlayRock. Сказать, что я был в шоке, ничего не сказать. Сходу меня встретила большая фотография ее комнаты, по всей видимости, которую мы обсудим позже. А сейчас предлагаю обратить внимание на название профиля. Piro Fun Girl. Это еще одно подтверждение того, что аккаунт, скорее всего, ведет девушка, которая очень фанатеет от Пиро. И, судя по логину, ее зовут Юки. Описание гласит, что этот профиль принадлежит единственному и неповторимому фанату Пиро. И что-то мне подсказывает, что это окажется правдой. Ну и на аватарке мы можем увидеть прикольный арт с поджигателем, который, скорее всего, нарисовала она сама. И кажется, я понял отсылки на нем, но об этом позже. На фоне ее профиля также красуется логотип класса Пиро слева, а справа расположен сам Пиро. Мне нравится этот арт. Сейчас я покажу и расскажу вам о разделах, которые заполнены чем-то. Пустые или скрытые, логично, затрагивать смысла нет. Раз уж мы уже начали с плюшевого Пиро, то справедливо будет сейчас показать вам плюшевого скаута. Вот он. Нам доступно лишь пару фоток с ним и одно видео. Но я думаю, этого вполне достаточно. А описание гласит следующее. Это плюшевый скаут, которого я сшила. Пару месяцев назад я сшила Пиро, так что пришло время сшить еще одного плюшевого персонажа из TF2. Не убавить, не прибавить. От себя скажу лишь то, что мне нравится, как он шит. Видно, что эта девочка реально постаралась и явно сшила его не за один раз. Давайте теперь посмотрим последний открытый раздел иллюстрации. И сразу же начнем с этих плюшевых Пиро, дабы закончить с этим. Один Пиро с бантиком, а другой стоит в кепке TF2. Без понятия, где она заказала эту кепку, но я хочу такую же. Также Юки пыталась сделать статичные анимации с Пиро, потому что на ее аккаунте больше 100 часов в SFM. Вот работы, которые она загрузила в Steam. Это Пиро, поддерживающий блокировку ботов, яркий Пиро с готическими атрибутами и арт, повторяющий некий мем из Твиттера, где Пиро взахлеб пьет бензин. Юки также нарисовала прикольный арт с поварихой Пиро, вдохновляясь костюмом возлюбленной Америки из воркшопа. Ну и на финалочку торт с Пиро. Да, вы не ослышались. Сладкий кейк с мемным Пиро, который показывает палец вверх, который был испечен самой Юки на свой день рождения, скорее всего. Что, кажется, говорит о ней как о затворнике. Но опять же, в наше время это трудно утверждать, потому что если бы кто-то пришел на мое день рождения и увидел подобное, то они вряд ли бы удивились и скорее наоборот обрадовались за меня. Остальные фотографии с ее комнатой давайте оставим на потом. Кто же она? Давайте начнем наше маленькое расследование на эту тему с ее комнаты. Благо, она любит кичиться вещами, связанными с Пиро, и даже успела показать свою комнату. Судя по ней, Юки может быть от 13 до 18 лет, потому что ее кровать смахивает на детскую. Не только своим антуражем и атрибутами, но и размерами. Либо эта девушка имеет маленький рост,
либо она просто еще маленькая и потому спит на такой кровати, потому как она скорее всего детская. Мы также видели ее руку на фотке с плюшевым Пиро, которая похожа на детскую. На ее аватарке нарисован маленький Пиро, который сидя держит воздушный фиолетовый шарик. Я думаю, что это может быть маленькое послание о том, кем является эта девушка. Например, маленький Пиро сообщает нам, что эта девушка еще очень молода, настолько, что скорее всего еще ходит в школу. Пологодические желтые ошейники могут сообщать ее преданности классу Пиро, ведь даже сам персонаж с виду напоминает маленького песика, который смотрит на своего владельца за кадром. Я пошел дальше и перешел на ее твиттер аккаунт, на котором оказывается почти 3000 читателей, что меня очень удивляет, потому что она не блогер, не стример, а простой игрок. Но видимо очень безумные, поэтому она так приглянулась людям. Кстати, у кое-кого тоже 3000 подписчиков. В статусе ее профиля указано все, что мы уже знаем. Что ее зовут Юки, что она делает плюшевые игрушки и безумно фанатеет от Пиро. Но что значит цифра 18 после указания ее рода? Я думаю, что это ее возраст. А чуть ниже я увидел ее дату рождения, 17 октября. Не думал, что среди весов есть такие озабоченные. В остальном вся ее стена завалена мемами из TF2, связанными не только с Пиро. И на ней уже почти 15 000 постов и репостов, вот один из них. У меня у одного такое ощущение, что Юки больше смотрит мемы, чем играет. Ну ладно, я думаю, мы увидели достаточно за сегодня и пришло время прикрывать эту лавочку. У Юки есть альтернатива Бусти, на которой любой желающий может поддержать ее, а также заказать вот такой вот браслет с любимым наемником. Честно, мне нравится, что она тратит свое время не только на игру, но и творчество, и за счет любви к Пиро пробует себя в разном. Да, на первый взгляд ее профиль кажется странным и фанатичным, но если вглядеться, то думаю, все мы можем поучиться у нее, ведь иногда игры способны вдохновлять сильнее любых котиков. Главное правильно подобрать ключик к себе, и перед тобой откроются многие двери. Спасибо за просмотр. Ну все, давай.